Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, что у нас происходило и что сегодня ожидается до окончания вечерней сессии, какие события грядут и что предполагается по движению доллара, евро, нефти, рубля и так далее. Так, но сегодня у нас расколбас, высокая волатильность, ВИКС вышел за все рамки приличия. Вот тем не менее, сегодня NASDAQ показывает небольшой рост. Это связано со сделкой слияния и поглощения. Advanced Micro Device, он же AMD, за 35 ярдов взял чипмейкера Xilinx, соответственно Xilinx. На фоне этого участники рынка поверили в то, что несмотря на рост количества инфицированных ковидов, несмотря на возможный локдаун очередной, акции этих компаний, их бизнес будет себя хорошо чувствовать, как это уже показала практика на фоне предыдущих закрытий. То есть, когда появляется удаленка, новые технологии, хай-тек он растет, и для NASDAQ это, в общем-то, один позитив сплошной. Но имеет место быть и другое событие, которое может рынки покрошить в капусту. Это связано с тем, что американские регуляторы озадачились, а почему же все-таки хедж-фонды предоставляют с задержкой 45 дней информацию о своих активах, об их составе, об их изменении. Думали они, что же там не так, и пришли к выводу, что здесь имеет место быть каждый раз задержка. 45 дней по окончанию квартала. Это неправильно. Они там что-то, наверное, замышляют, что-то нехорошее делают. Всякое бывает. Но проблема заключается в том, что дело-то благое и законы надо выполнять. Но на хаях, на фоне новой второй волны заболеваемости, предпринимать действия, которые заведомо могут привести к очень большим распродажам и обвалу рынков, но по меньшей мере это несколько, мне кажется, неправильно. Потому что те же хедж-фонды, у них наверняка есть какие-то сделки, которые нельзя открывать, там, потому что иначе все посыпется в силу там, специфики или каких-то договоренностей. Вот. Соответственно, то есть они будут вынуждены от этих активов, акций избавиться, и все это дело может рынки просто свалить к черту. Так, далее. Сегодня вышла нехорошая статистика по индексу доверия потребителей США. На целый 1% меньше, чем предполагалось, соответственно, рынки это надавило. Так, ну вот S&P, SFD на фьючерс S&P дневной таймфрейм, вот мы никак не можем забраться и закрепиться выше вот этого плата. Это не очень хороший сигнал, вот, но с другой стороны, как бы он в эту зону сходил, не закрепился, сейчас здесь формируется разворотная формация, которая в принципе завтра может привести к тому, что он сюда подтянется и закрепится все-таки выше этого значения. Однако то, что 2 дня мы торгуемся ниже вот этой зоны, сильной диапазона, говорит о том, что высока вероятность того, что отсюда все это дело посыпется на 3320, вот сюда. Так, но сегодня нас неприятно удивил ВИКС. Ранее я писал, что это достаточно негативный знак, что он пошел еще сейчас один раз стучаться в верхнюю границу. По сути, это привело к пробою, и сейчас он закрепляется выше 30. Такое движение в самое ближайшее дни, там, недели может привести к тому, что разовьется движение на 45. Остается все меньше и меньше времени для того, чтобы он мог сжаться и вернуться в диапазон 30-24,5. Вот сюда вот. Ну, здесь на самом деле разворотная формация. И эта разворотная формация, она должна привести к движению на 45-47. Ну, 44 хотя бы. Но вообще в идеале 45. Вот. Соответственно, рост ВИКСа это большой негатив для рынков. Это сразу риск-офф и выход из рисковых активов, в том числе и российских. Вот. Ну и, соответственно, рубль окажется под дополнительным давлением. Кстати, по поводу рубля. Ну, во-первых, вот такая новость, что госкомпании свернули продажу валюты для поддержки рубля. Но там еще другой момент был. 26-го там, по-моему, последний крупный платеж экспортерами налогов по добыче полезных ископаемых. Вот, соответственно, спрос после 26-го на рубли он упал. То есть здесь есть немножко еще и другая зависимость, которая могла негативно повлиять. Так, ну и сегодня напрягло, что по поводу завтрашнего аукциона достаточно поздно информацию выпустили. По-моему, всегда она где-то в районе 6-6.40.
То есть здесь задержка на час. Я не знаю, может это просто технический какой-то сбой или неполадка. Но как-то на фоне того, что все начинает немножко подсыпаться, это говорит все-таки, наверное, о том, что думали, проводить, не проводить и на каких объемах. Ну, это мое личное предположение. Так, друзья, ну у нас вот по RGBI ситуация достаточно скользкая. Вчера его очень мощно отлили, хоть из этой консолидации почти вчера не вышли. Но вот этот вот объем, он мне очень не нравится. Он говорит о том, что, наверное, начали госдолг распродавать. Или на него значительно упал спрос. Соответственно, сегодня вот это движение накануне размещения ОФЗ, ну это вообще как-то совсем ни в какие ворота не лезет. То есть как минимум он должен здесь был оставаться или даже немножко подрасти. Поскольку вот такой процесс пошел, то это дополнительное давление на курс рубля к доллару и евро. Так, далее по нефти. Ну смотрите, по нефти мы сходили немножко до 42, не дошли. Не очень это, конечно, хорошо, но сейчас главное, чтобы не было движения вниз откатного и пробоя 41,3. Вот если такого движения здесь не будет, то завтра у нас есть все шансы на 42 закрепиться и может быть подтянуться на 42,55. В целом здесь все указывает на то, что какое-то движение наверх, оно должно еще произойти, оно не закончено. Вот. Но если здесь у нас сейчас разворотная формация формируется, еще 41,3 пробиваем, то завтра, скорее всего, мы пойдем тестить 40,83 и потом, возможно, на 39,62. Так, друзья, далее золото, смотрите. Ну, по золоту у нас боковик боковиков. Соответственно, здесь, как только у нас закрепление возникает, вот в этом диапазоне, скорее всего, будет достаточно стремительное движение на 1923. Вот. Сейчас у нас, судя по всему, здесь разворотная формация. И цель движения это нижняя граница диапазона. Но, наверное, на 1900 мы здесь уже не сходим. Здесь, скорее всего, будет движение на 1906 или 1904, вот сюда, в этот диапазон. Вот. Может быть, вообще сейчас мы ограничимся на 1907,5, и после этого будет проторговочка, и потом опять движение с целью закрепиться выше этого значения. В ближайшее время, я думаю, будет выход из этого боковика наверх, и грядущая цель это 1923. В принципе, если будет информации о большом количестве предоставляемой помощи в Соединенных Штатах, то можем мы на 2000 улететь, но я бы пока на это ставку не делал в ближайшее время. До Нового года, я думаю, в легкую, может быть даже и выше. Так, ну вот несмотря на рост волатильности и все эти события, ужас, ВИКС, не ВИКС, а этот самый DXY, индекс доллара, он 93.1 даже и близко не пробивает, то есть идет движение в рамках вот этой проторговочки. Ну, здесь, как бы, я думаю, пока 93.1 он не пробьет, говорить о том, что начался полномасштабный риск-офф, я думаю, пока рановато. Единственное то, что по ВИКСу такие движения пошли. Но это, скорее всего, вот эта новость по поводу хедж-фондов вышла о том, что хотят их обязать предоставлять в нормальные сроки отчетность об активах. Я думаю, возможно, вот это с этим было связано даже, наверное, в большей степени, чем с ситуацией с ковидом. Хотя и ковид, наверное, тоже здесь играет ощутимую роль. Вот. Но новость по поводу вот этих хедж-фондов, это, конечно, стрёмная весьма штука, потому что могут начаться очень крупные распродажи на фоне попытки провести оперативный контроль, что там у них находится в портфелях. Так, далее доллар-рубль, USD Tomorrow. Ну, смотрите, сегодня мы вот эту цель, которую я предполагал, что завтра вечером или в четверг мы сделаем, 77,1, мы ее сделали досрочно. Вот. Но здесь, я думаю, ряд факторов. Это, во-первых, рост волатильности. Во-вторых, то, что прошли, я так понимаю, пиковые платежи по налогам на добычу полезной ископаемой. Ну и появилась еще новость, что вроде как госкомпаниям дали отмашку, что можно не распродавать валюту. Вот, одну цель сделали, сейчас вот от этого значения вполне может быть разворот и движение на 76,6, вот сюда вот. Если мы сегодня пробиваем 77,15 и закрываемся выше 77,35, то завтра тогда по рублю может быть очень сильное движение вот сюда вот, например, в этот диапазон. Вот. Но все-таки я думаю, больше вероятность того, что здесь
определенную цель мы сделали, и по законам жанра здесь, ну если нету обвала там по нефти, нет никакого трешака вроде бы, то соответственно надо хоть немножко откатиться, хотя бы на 76,5. В идеале на 76,3. Так, ну вот на часовике у нас идет здесь четкая попытка разворота и попытка откатиться хотя бы на 76,5. Вот судя по тому, какие здесь проходили сделки, такое ощущение, что ну, здесь крупняк ничего такого особого не докупает, не распродает, а просто тупо собрали стопы, которые стояли. Но это опять же мое субъективное мнение, и я могу здесь что-то не так понимать. Вот, поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что сейчас будет корректирующий откат. Вот, если этого не произойдет и будет пробитие диапазона и закрытие выше 77.35, тогда завтра будет ударный день по росту доллара и евро к рублю. Вот. Но что-то, мне кажется, до аукционного ФЗ ситуацию как-то пытаются, наверное, сдержать. По крайней мере, если не будет резко внезапно введено каких-то трэшовых санкций или нефть не обвалится. Но поскольку и того, и другого не предвидится, наверное, все-таки где-то отсюда мы скорректируемся. А вот уже после размещения УФЗ, наверное, и пойдет закрепление выше этого значения. Так, друзья, ну все это основные события, основные движения на рынке. Спасибо за внимание, всего наилучшего.